Доброе утро, 19 мая. И что это? Это тот возврат Amazon, который я в субботу носил. Дело в том, что я тогда пришел в этот пакет-шоп на заправке, но там мне сказали, что они не могут отправить эту посылку, я должен идти в отделение побольше. Я тогда сразу тоже видео записал по горячим следам, но когда в редактор добавлял, как-то, в общем, пропустил его или, не знаю, в общем, видео это пропало. Да, и сейчас понедельник, и уже открылось это отделение, я иду туда, чтобы отправить этот возврат. Как у нас говорится, kein Problem. Пришел, сказал на чистом немецком языке Guten Morgen, ich möchte das Paket an Amazon zurückschicken. Ich habe einen QR-код. Она сказала, зупа, туда-сюда и все дела. Теперь пойти купить картошечки. Вот она, картошечка. 7,5 килограмм. По 60 центов за кило. Какая она там, не особо видно. Непрозрачный мешок, чтобы так сказать. В принципе, здесь вся картошка нормальная. Сколько я не пробовал, разных сортов. Кто-то мусор выбросил. Блин, прикольное ведро автоматическое. У нас точно такое же, только зеленое. Значит, разных сортов она продается. Твердая, там типа для чего-то, для жарки, наверное, там для варки, более мягкая. Короче, есть разные по сортам. Самая дешевая обычно всякая такая, типа, вся подряд. Но все равно какая-то одного более-менее типа. Если я имею в виду вся подряд маленькая, типа крупная, перемешку. Ох уж эта борьба с холестерином. Я раньше не знал, какие вкусные овощные салатики, а теперь узнал. С оливковым масличком. Так, всего лишь ведерко. Не знаю, тарелка выглядит маленькая по сравнению с рукой. Так она, конечно, не знаю, полкило где-то. А потом жареную картошечку с селедочкой. Купил картохи и сразу решил снять пробу. Немного пожарил, чуть подгорело, конечно. И селедочка. Полил опять оливковым маслом. Это, на сале жарил. Короче, борьба с холестерином полным ходом, так сказать. Зато таблеточки пью. Я выхожу гулять после обеда. Хочу показать, вот сегодня мне пришли вот такие боты. Это Scarpa. Купил на Kleinanzeigen. Scarpa это итальянская фирма, и видно, что эта пара сделана тоже в Италии. Не знаю, читается на камере, нет, так глазами видно. И это 45 размер, хотя я ношу обычно 44,5. Но мне они отлично, чуть-чуть великоваты. Я их и брал с таким расчетом, чтобы, если ноги будут отекать, был небольшой запас. Значит, вот такое состояние у них. Вот мы видим, где пупырки на резине. То есть на внутренней стороне вообще не стертые, на наружной совсем чуть-чуть. То есть у человека вообще не было проблем с ногами. И износ минимальный. Вибрамовская резина. Не знаю, по возрасту это пара древняя, очевидно. Сейчас это Zen Pro, кажется, называется, или что-то такое. Сейчас у этой модели вот здесь вот другой материал идет, по-моему, синтетический, а здесь такой какой-то нубук, в общем, мощный, интересно сделан сверху, как будто резина тоже похожа. И сама резина здесь не усохшая, ничего. Бывает вот эта калоша спереди, не помню, как она правильно называется, в общем, типа носочная часть такая резина трухнет, вернее трескается даже вот так, то здесь все в порядке, что на одной ноге, что на другой. Тут тоже как бы все окей с износом и все окей с резиной. Единственный нюанс у них, они жестко пахнут плесенью, хотя сами они не плесневые, то есть, я так понимаю, либо грязные, да, они лежали, наверное, где-то в подвале, мне кажется, и просто потянули запах того, что было рядом плесневое.
Ну, в любом случае, я их выстираю и запах этот выведу, я думаю, выветрю там по максимуму. Мне он, честно сказать, не принципиален. Если в них ходить долго и упорно, они будут вонять ногами, а не плесенью. Поэтому как-то это я переживу. Были в них тоже стельки, но какие-то китайские, видно, с Алиэкспресса, такие, которые обрезаются по размеру, но тем не менее с вот этими всякими подушечками, то есть, ну, не дешевые. Может, и не китайские, не знаю, ну, похоже. Я поэтому сужу, что отрезается размер. Значит, тоже, мне кажется, человек вставил эти стельки сюда просто потому, что не было родных или, я не знаю, хоть какие-то, потому что стелька была сильно изношена, прям вытерт верхний материал, а сами боты, ну, если носились, то, мне кажется, совсем немного. Либо же настолько суперовое качество, что прям не убивается. Ну, как бы там ни было, я их обул, и мне они очень-очень понравились, как они на ногах. Они довольно свободные, как я и сказал, потому что на полразмера больше, но тем не менее удобные. Я уже как бы хочу побыстрее их постирать, чтобы они высохли и попробовать в них ходить. Они, конечно, не сетчатые, довольно плотные, но просто мне интересно, как это будет ощущаться при такой температуре, как сейчас под 20, да, насколько будут ноги в них потеть и так далее, насколько будет удобно в такого плана обуви, а не в кроссовках. Потому что, может быть, мне такого варианта и хватит. Ну, я имею в виду, одной пары такого варианта хватит на весь мой движ. Я, кажется, забыл сказать самое главное, почем я их купил. В общем, они стоили 5 евро. Я не знаю, почему человек их так дешево выложил. В принципе, у него там, я посмотрел, другие объявления, тоже не особо большие цены были на какие-то вещи. Но, тем не менее, 5 евро. Возможно, из-за стелек, возможно, из-за запаха. Ну, в общем, короче, я так понимаю, хлам просто валялся в подвале где-то или в каком-то месте, и он решил от него избавиться. Но я тупанул жестко при доставке. То есть мне они обошлись кроссы 5 евро и доставка 7,69. Я тупанул, что не объяснил ему, что он может с меня взять за доставку 5 максимум. Потому как, ну, типа, я не захочу переплачивать. Мог бы ему сказать, что, типа, чувак, я не хочу переплачивать. Доставка стоит там, ну, допустим, Гермесом. Такая коробка обувная стоила бы 4 с копейками. Это без отслеживания, ну, и страховки. По сути, зачем его страховать, если сам товар 5 евро стоит, да? Ну, о какой страховке речь? То есть вся сделка обошлась бы мне 10. Если бы он отправил DHL, то же самое, без отслеживания, такого размера коробка стоила бы 5,19. Это вот если я там по приложению заказываю. Я думаю, в отделении то же самое, не должно быть дороже. Вот, то есть я мог бы на ровном месте сэкономить минимум 2,5 евро. Я что-то тупанул вообще. Видимо, увидел эти 5 евро, у меня все такое, типа, выгода. И, ну, короче, я ему ничего не сказал по этому поводу. Да и как-то думаю, ну, что там, типа, еще грузить этого человека. Ну, в целом, конечно, тупанул. То есть я еще полцены переплатил. Это к тому, какой я жмот, там, вечно, блин, трушусь за эти деньги, там, за переплаты. А тут на ровном месте, как бы, сам себя наказал. Ну, ладно. Вообще, ботинки, конечно, достойные. Я думаю, что они этих денег стоят хоть так, хоть так. 12 с копейками это за них нормально. Ну, дай бог, еще послужат. Если что-то мне там при ходьбе не очень понравится, то я их с таким же точно успехом, уже постиранные, выставлю, да продам там чуть дороже, может. Включу туда свой труд, стирку. Мне сегодня или вчера оставили комментарий под видео про холестерин, что, мол, странные у тебя какие-то числа, там норма такая-то. Я уже ответил в самом комменте, ну и хочу на видео и для себя зафиксировать. И так, может, кому интересно будет. В общем, в Германии там по-другому, в других единицах измеряется. Я немножко поговорил по этому поводу с Капроновой головой. В общем, и чат GPT мне сказал, ну, во-первых, он перевел это в украинские единицы, там вообще признанные какие-то мировые, я не знаю, они. Вот, и действительно повышенный и значительно этот холестерин у меня плохой. Он заодно у меня начал спрашивать там еще какие-то дополнительные триглицериды, по-моему, стандартный, в общем, холестерин, или как-то там базовый, не знаю. Вот, все, я ему эти данные дал, и он мне посчитал, посмотрел, говорит, да, есть у тебя риск, повышенный этот плохой. Я ему рассказал, как снизил, за сколько, что. Он говорит, ой, молодец вообще, типа. Говорю, так, а может мне и таблеточки не надо принимать? Он говорит, ну, вообще-то, типа, я не врач, но ты, конечно, в зоне риска.
Потом я начал ему давать еще дополнительные сведения, типа там возраст, вес, рост, режим питания ему и так далее. Плюс сказал, что у меня псориаз. Вот, он тоже все эти факторы учел. Он говорит, а давай я тебе посчитаю коэффициент атерогенности, по-моему, называется так. То есть там соотношение, в общем, вот этих всех показателей дает в выводе вероятность заболевания сосудов. Ну, атеросклероз этот или как он там. Вот. И посчитал мне, ну, действительно там, ну, я так сейчас условно не помню, какие там точно числа, но скажу условно. В общем, по-моему, норма должна быть 4, верхняя граница нормы. А у меня этот коэффициент то ли 4,13. Ну, в общем, слегка за норму я перешагнул. Вот. И он говорит, ничего, в принципе, у тебя катастрофического нету. Дочка звонит. Да, малая домой идет. Спрашивает, есть ли кто-то дома. Никого дома нету, как обычно. Ну, ладно. Да. Ну, то есть, и капроновая голова мне говорит, что, мол, действительно коэффициент у тебя этот повышен, говорит о том, что, ну, есть вероятность у тебя заболеть всеми этими атеросклерозами и так далее. Говорю, ну так что с таблеточками? Он, ну, туда-сюда. Знаешь, типа лучше попринимай от греха подальше. Ну, так он приблизительно сказал. Я не стал его, конечно, там пытать прям до талого. Ну, такую рекомендацию дает. А вообще, говорит, конечно, врач, там это. Ну, я и сам-то понимаю, что лучше я попью. Не знаю, если буду действительно побочку чувствовать, тогда уже как бы что-то буду делать. Вот, и еще такой момент. Я у него спросил, насколько может повлиять на... Вот я же сказал, что снизил холестерин, а потом сам думаю, но у меня же при этом повысился очень значительно витамин D. Как бы думаю, может быть это связано, может быть причина снижения не моя там какая-то условная диета и образ жизни, а именно то, что вырос витамин D. Ну, на что он сказал, что типа есть вроде бы какая-то взаимосвязь, какие-то данные типа об этом есть, но не стал там сильно развернуто это говорить. Ну, я тоже не стал его пытать. Ну, теоретически, да, могло и это повлиять. Но я так понял, по совокупности всех моих факторов, псориаза, вот этих как бы непонятной работы организма, в общем, там нет смысла мне в это ковыряться, понизилось, и слава богу. Потому как ничего там точно не выяснишь, а так вот голову морочить смысла нету. В общем, вот это касаемо холестерина, такие дела. Сегодня гуляю немного по другому маршруту, и вот такая вот фиговина здесь на пути мне попалась. Огромный ветряк. Сейчас я к нему подойду ближе. Так, не очень понятные его размеры из-за дерева. До него еще метров, 100, наверное. Может, чуть меньше. Вон у него там какая-то подсобка, ну такая в размер обычного здания, да, там высота, я думаю, 2,5 метра точно. И сама эта бандура вот такая. Слышно прям, как лопасти у него гудят. Жу, жу, жу. Да. А в той зеленой фигне, наверное, сидят чуваки на велосипедных рамах и крутят педали, чтобы оно крутилось, как у Пелевина. Да. Как-то мне это военный самолет напоминает. Уже не первый раз я его вижу. Я бы сказал, он постоянно здесь летает. Тут где-то рядом аэропорт есть какой-то военный. Это заяц сидит. Это Амазон. А это заяц. И он ко мне бежит.
метров 15. Отуплился наконец-то. Вот дурашка. Все, пошел поле объедать. И кто это у нас такой маленький лежит и лапками шевелит? Ой, кто это такой? Ладно, если без шуток, принимаю поздравления, так как меня первый раз в жизни укусил клещ. Вот это тот мелкий засранец. Я его извлек благополучно, обработался каким-то антисептиком от клещей, а он вот это лежит и шевелит своими лапками. Сейчас мы его грохнем. Ну, я не буду делать это на камеру, ну, я его точно грохну. Подготовка идет как положено, не только ходьба, но и все приключения, которые в дороге меня ждут, клещи там и прочая фигня.